Почему Гриффит захотел себе Гатса? Самый удобный ответ звучит так: потому что увидел сильного мечника. Самый скандальный – потому что захотел Гатса как парня. Но на мой взгляд, обе версии цепляют только верхний слой. Потому что в их первой встрече есть деталь, что превращает гениального стратега в одержимого фаната. Ведь Гриффит искал не инструмент, а зеркало, в котором перестанет казаться себе богом. И это стало его первой фатальной ошибкой. Если бы Гриффит искал пешку, он бы забрал Гатса сразу после боя с Базуса. Но он развернулся и ушел. И даже вторая их встреча – ироничный каприз судьбы, в который Гатс влез сам, нарвавшись на патруль. А дальше начинается сбой. Гриффит – абсолютный нарцисс. И люди для него – инструмент. Будь то Каска, Коркус или Рикерт, все это лишь ресурс на его пути к трону. Но Гатс… Вы замечали, насколько все с Гатсом иначе? Если мы рассматриваем Гриффита как прагматика, то прагматики не подставляют шею под лезвие Зодда ради одного наемника. Прагматики не заставляют свою правую руку греть телом рядового солдата. Гриффиту мало всего лишь силы. Ему нужно кое-что иное. Обратите внимание на пропасть между экранизацией и оригиналом. В аниме фраза Гриффита звучит как сухой контракт. «Я хочу сделать тебя своим воином». Но в манге он произносит «Омае гахаши». «Я хочу тобой обладать». Почему так? Мы видим, что Гриффиту смертельно скучно быть божеством среди ведомых. И чтобы подтвердить свою исключительность, ему нужен кто-то, чей масштаб сопоставим с его собственным. И как раз здесь вступает диалектика раба и господина. По Гегелю господину не нужно признание раба, оно ничего не стоит. Раб для него лишь вещь. Господину нужно признание другого господина. И в этом кроется ловушка для Гриффита. Обладая Гатсом как абсолютным сокровищем, он становится его заложником сам. То есть господин попадает в рабскую зависимость от того, кем он владеет. Гриффит неосознанно выстраивал свой внутренний мир вокруг Гатса. Но он упустил деталь. Если ты строишь замок вокруг одного человека, этот человек получает власть обрушить твой трон, просто сделав шаг в сторону. По итогу, в стремлении нацепить ошейник, Гриффит сам цеплял себе на шею петлю. И знаете, в этой сцене я сочувствую именно Гриффиту. Мне самому знакомо удушающее желание владеть тем, что по определению должно быть свободным. Уродливо, правда? Природа Гриффита не позволила ему просто любить, по крайней мере на началах. Чтобы оставить Гатса рядом, он был обязан сломать его волю. Но проиграл ли Гатс? Кто из них на самом деле потерял свободу в ту секунду, когда прозвучало это роковое «Ты принадлежишь мне»? Кстати, Гриффит был не первым, кто был готов сжечь мир ради обладания близким. Миура не скрывал, что вдохновлялся историей того, кто продал человечество за право сказать «ты мой». Рё Асука и его Девилмен. Именно в этой бездне родилась тень Гриффита. И в следующий раз мы увидим, с чего все началось. Скоро.